Холодный зимний вечер. Ральф заметил кошку, которая сидела на его пороге, явно надеясь, что ее впустят в дом. Он не знал, что эта неожиданная встреча обернется для него настоящим сюрпризом. Во время перерыва на приготовление горячего шоколада Ральф и не думал, что в ту ночь его посетит кто-то. Погода была морозной, дул сильный ветер, а утром ожидалась метель. Проходя мимо двери, он заметил, что кошка заглядывает в стекло, мягко мяукая, как только заметила его. Она осторожно постучала по стеклу лапой, как бы приветствуя его и прося впустить. Подойдя к двери, Ральф увидел, что кошка встала на задние лапки, явно уверенная, что он откроет дверь. Ее решительное поведение заставило Ральфа почувствовать, что он не может не помочь. Он открыл дверь, и кошка быстро проскользнула внутрь, принесши с собой порыв холодного воздуха. Ральф почувствовал жалость к маленькому гостю. Видно, она долго находилась на улице. Как только он закрыл дверь, кошка встряхнулась, сбив с себя несколько кристаллов льда, которые прилипли к ее шерсти. Подойдя поближе, Ральф заметил ее красивую шубку и пушистый хвост. Она была поразительным сочетанием белого и полосатого цвета, выглядела хорошо накормленной и совсем не походила на кошку, которую обычно можно встретить бродящей по морозу. Ральф направился на кухню, чтобы приготовить горячий шоколад, и решил подогреть молоко для кошки. Он налил его в маленькую миску и отнес в коридор. После небольшой паузы кошка начала лакать молоко. Когда она закончила, она последовала за ним в кухню. Она двигалась медленно, часто останавливаясь, чтобы понюхать углы и осмотреть все щели и закоулки. Ральф наклонился и погладил ее мягкую шерсть, и она ответила громким мурлыканьем, терясь о его ногу. Она явно пыталась быть дружелюбной. «Не переживай за холод», — сказал ей Ральф теплым голосом. «Можешь остаться на ночь или сколько угодно». Как только он это сказал, он понял, что имеет в виду каждое слово. Он действительно был готов принять эту кошку и на несколько дней, а может и на недели. Это был первый раз в жизни Ральфа, когда он проводил время с животным, которое не принадлежало другу или члену семьи. В детстве он всегда любил собак и мечтал получить щенка на день рождения. Но, выросший в многоквартирном доме, он не мог осуществить свою мечту. Вместо этого ему приходилось играть с собаками друзей. После 2 лет службы в армии его первая гражданская работа была связана с частыми поездками. Он побывал в разных местах и наслаждался разнообразием, но это мешало ему завести питомца, о котором он всегда мечтал. Поэтому он в конце концов решил сменить карьеру, осесть и купить свой дом. Этот процесс занял почти год, и найти место, где он почувствовал бы себя по-настоящему комфортно, было не так просто. В некотором смысле он восхищался кошкой за то, что она пришла с такой уверенностью. После того, как кошке предложили остатки курицы, она показала небольшой интерес, лишь слегка потрогав их лапой. Ральф вернулся к просмотру спортивной игры. Хотя его внимание периодически отвлекалось на горячий шоколад, он заметил, что кошка подглядывает в гостиную. Она весело мяукала и с любопытством смотрела на большой экран телевизора. Ральф убавил громкость, надеясь, что она останется и составит ему компанию. Но футбол ее не заинтересовал, и она вскоре ушла. Спустя несколько минут Ральф услышал мягкое мяуканье из коридора и полностью забросил игру, чтобы проверить свою пушистую гостью. Кошка исследовала дом, внимательно проверяя каждую комнату. Особенно она интересовалась спальнями и какое-то время возилась с одеялом на кровати Ральфа. Она также прыгала на несколько стульев и в конечном итоге взобралась на подоконник, где спокойно наблюдала за тем, как падают снежинки. В гостевой спальне она еще раз мяукнула, стоя перед шкафом. Ральф открыл двери, и кошка бесстрашно вошла. Она направилась прямо к сложенному на нижней полке одеялу и начала его месить с большой сосредоточенностью.
Ее мурлыканье было таким громким, что оно эхом разнеслось по деревянным стенам. Ральф стоял и наблюдал, смеясь от того, как быстро эта маленькая незнакомка почувствовала себя как дома. Ральф не имел большого опыта с кошками, но казалось, что это уже устроилось. Он почувствовал странное чувство гордости, зная, что она чувствует себя в безопасности в его доме, и подумал, что пара царапин на одеяле – это малая плата за немного компании. Кошка провела весь вечер в гостевой комнате, мирно и спокойно рядом со своим новым хозяином, мурлыча всякий раз, когда он подходил. Она не захотела больше пищи, но попила из миски с водой, которую Ральф оставил. После того, как Ральф на всякий случай еще раз проверил ее, он пошел спать. На следующее утро Ральф начал разбираться, не принадлежит ли кошка кому-то поблизости. Он сделал пару фотографий и показал их соседям, но никто не узнал кошку и не видел ее раньше. Он также проверил местные объявления и рестека, 50 объявления и посты о пропавших кошках, но ни одно из них не совпало с той, что сейчас уютно устроилась в его гостевой комнате. Ральф написал в группы района и на странице в соцсетях, но никто не откликнулся. Несколько человек предложили отнести кошку в приют, но Ральф не смог бы поступить так. С самого момента их встречи было видно, что кошка доверяет ему. Приняв, что кошка, вероятно, останется на вторую ночь, Ральф отправился купить несколько необходимых вещей. Он приобрел лоток, кошачий корм и большую мягкую подстилку. Кошка все равно не проявляла большого интереса к еде, но ей очень понравилась новая подстилка, особенно после того, как Ральф добавил одеяло, которое она полюбила в шкафу. Его по-прежнему беспокоила ее недостаточная аппетитность. Она была холодной на ощупь, и Ральф начал переживать, не подхватила ли она что-то на улице. Он принес дополнительное одеяло и положил под подстилку обогреватель, чтобы поддержать тепло. Кошка с удовольствием мяла свою новую подстилку, но все же оставалась немного беспокойной. Ральф часто проверял ее, и каждый раз она громко мурлыкала в ответ. Он решил, что если бы ей было действительно неудобно, она хотя бы шипела бы или пыталась его поцарапать, поэтому он не стал настаивать на том, чтобы она поела, думая, что она просто осваивается. В тот вечер снова пошел снег. Кошка оставалась беспокойной, но Ральф позаботился, чтобы комната была уютной и теплой, прежде чем отправиться спать. На следующее утро его ждал сюрприз, на который он не рассчитывал. Войдя в гостевую комнату, он был встречен мягким хором маленьких мяуканий. Кошка лежала в своей теплой подстилке. Но теперь она не была одна. В какой-то момент она родила 3 маленьких котят. Тогда Ральф понял, что кошка была не просто не накормлена, она была беременна. Видимо, она была бродячей кошкой. Но теперь она выглядела такой гордой, и сердце Ральфа наполнилось теплотой по отношению к этой маленькой семье. Несколько дней спустя Ральф аккуратно поместил мать и ее котят в клетку и отвез их к ветеринару. К счастью, все были здоровы, и им назначили первые прививки. К тому времени мысль о том, чтобы отдать их, казалась невозможной, и поскольку никто так и не пришел за ними, Ральф официально стал их владельцем через месяц. Когда котята подросли и начали исследовать мир, Ральф купил им много игрушек для игры. Мать-кошка быстро стала его верной маленькой тенью, и, желая быть ответственным владельцем, Ральф позаботился о том, чтобы ее стерилизовали. Теперь, когда у него было 4 кошки, которые явно его обожали, дом Ральфа наконец стал тем теплым и счастливым местом, о котором он всегда мечтал. Вы когда-нибудь взяли кошку или другое животное просто потому, что вам было ее жалко? Поделитесь своей историей в комментариях ниже.